Всем привет, меня зовут Оскар, с вами канал IT Verdict, и сегодня у нас наконец-таки обзор на SuperLux HD660. Сравнивать мы будем их с наушниками, которые послужили их прообразом. Это легендарные и известные многим наушники Beyerdynamic DT770 Pro. Начнем, как всегда, с внешнего вида, и тут сразу становится понятно, что наушники пытались сделать максимально похожими на их более дорогой оригинал. Форма, металлическая конструкция, оголовье на заклепках, форма дуг, чаши, крепление, фактура пластика, витой провод, 3,5 мм мини-джек и переходник на 6.3 на резьбе. Даже пластиковое прижимное кольцо. Все практически идентично и скопировано у DT770. Однако, если же приглядеться, то все-таки есть небольшие отличия. Витой провод. Здесь он также крепкий, достаточно увесистый, однако короче по самой длине. Плюс к этому он не успел так сильно растянуться, поскольку наушники использовались меньше, чем DT770. Оголовье на DT770, если не ошибаюсь, из кожи, а амбушюры из приятного велюра. В случае же с HD660 используется дешевый кожзам в обоих случаях. Это немного портит впечатление, но легко устранимо, и об этом чуть позже. Еще одно важное отличие состоит в том, что помимо конструкции, отверстия в амбушюрах у DT770 шире, благодаря чему ухо помещается полностью. Отверстие же у комплектных амбушюр на HD660 уже, из-за чего давление оказывается более заметное и при долгом сидении все же сказывается. Однако и тут есть решение, о котором чуть позже. В целом по сборке нет никаких претензий, конструкция удобная и в меру надежная, однако я все же дам несколько небольших советов. Первый. Вместе с наушниками советую заказать любые другие амбушюры для Beyerdynamic DT770. Почему? Все потому, что наушники практически идентичны по конструкции, и любые амбушюры с DT770 идеально подойдут на SuperLux HD660. Так вы сможете мало того, что избавиться от излишнего давления на уши, так и еще и немного улучшите звук, но об этом чуть позже. Второй совет – подрезать поролонку под амбушюрами, ибо даже та, что идет в наушниках в комплекте, больше чем нужно и немного выпирает. Ну и теперь, конечно же, о самом главном, о характеристиках и о звучании. Частотный диапазон у наушников от 10 до 30 тысяч Гц, чувствительность 96 дБ, сопротивление 150 Ом, коэффициент гармонических искажений 0,2%, а максимальная входная мощность на наушнике 100 мВт. Да, на бумаге все очень даже неплохо, однако что мы получим на практике? Для меня DT770 является в некоторой степени эталоном для любых наушников в ценовой категории ниже 10 тысяч. Они хорошо сбалансированы, хорошо строят сцену и звучат вполне ровно. Да, я не из любителей всякого рода бас-бустов и прочих вариантов звучания. Я люблю, когда весь частотный диапазон звучит ровно и хорошо прослушивается. Что же мы получаем с HD660? Многие из вас не поверят, но практически то же самое, только с некоторыми оговорками. Первое. При беглом прослушивании кажется, что наушники звучат действительно практически идентично с DT770. Однако при детальном прослушивании чувствуется, что сцена в DT770 ощущается более полно и естественно. Второе. Те, кто слушал DT770, знают, что у этих наушников очень хорошо проработаны высокие частоты. Однако в случае с HD660 они проработаны даже слишком. И дело не в разнице в ВЧХ, которые, насколько я знаю, очень близки. Проблема именно в том, что при повышении громкости высокие частоты начинают звучать более резко и в некоторых случаях даже слишком. Поэтому вы должны быть готовы с этим либо смириться, либо прибрать их в эквалайзере, либо же попробовать другие амбушюры. И да, например, с дефолтными велюровыми вариантами от DT770 звук начинает ощущаться гораздо лучше. В остальном же звук очень и очень хорош, и из того, что я слышал до 10 тысяч рублей, они наиболее похожи по звучанию и по параметрам на DT770 Pro. Стоят эти наушники 2500 рублей, и на мой взгляд за свою цену это, наверное, наиболее сильный по звучанию и по качеству звука в целом вариант. Сравниться с ними могут разве что представители также SuperLux модель HD668B. Подводя итоги, если вам нужны мониторные наушники или вы просто ищете достаточно ровный и сбалансированный звук, но у вас нет денег на более дорогие студийные решения, это будет и правда отличной альтернативой. И да, прослушивались данные наушники и на портативе от HiFiMan, и на своем домашнем DAC X6, и на других устройствах. Материал был совершенно разный, от оркестровой музыки и металла до нейрофанка и даунтемпа и многого другого.
И естественно все в lossless формате. И кстати говоря, я с ними нередко играю, поскольку с позиционированием у них все отлично и оно ничем не уступает игровым решениям. Из нюансов в плане использования напомню, что наушники 150-омные, и им требуется хоть какой-то адекватный источник, и это точно не дешевая встроенная звуковая карта. И также, если соберетесь покупать эти наушники, советую сразу же с ними заказать амбушюры. Ссылка, где их можно найти, будет в описании. В общем, за свои деньги, на мой взгляд, отличный вариант. Если же я найду что-то лучше, то обязательно опять же поделюсь с вами, а на этом пока все. Спасибо за внимание, надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, для кого-то полезным. Если это так, подписывайтесь на канал, оценивайте видео, как считаете нужным, жмите на колокольчик и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict, пока!